Они думали, что могут сказать все, что угодно, что мир социальных сетей — это просто развлечения, лайки и комментарии. Но однажды экран перестал их защищать. Юный блогер, смеющийся в камеру, бросает вызов теневым властителям. Через несколько дней его находят мертвым, изрешеченного пулями. Известная журналистка остроумно высмеивает власть. Но те, кого она задевала, не смеются. Вечером в ее ресторан заходят люди, и через секунды раздаются выстрелы. Опытный репортер пытается рассказать миру правду. Он знает, что ходит по лезвию ножа. Последний звонок, последние слова, и его тело остается лежать на пороге редакции. В этих историях нет места совпадениям, нет случайностей. Только холодный расчет и одно простое правило — не переходи дорогу тем, кто правит в тени. Но они перешли. И сегодня я расскажу вам о том, что бывает в таких случаях. История Хуана Росалеса. Безрассудство может стоить жизни, особенно если ты переходишь дорогу наркобарону. Хуан Луис Лагунаса Росалес, известный как пират из Кульякана, был молодой звездой мексиканского интернета. Всего 17 лет, но его знали тысячи. Он снимал пьяные вечеринки, устраивал шоу перед камерой и собирал миллионы просмотров. Алкоголь, вечеринки, скандальные выходки. Он был тем, кого любили за его безумие. Но однажды он перешел черту. В одном из роликов, перебрав алкоголя, он решил пошутить. Адресатом его шутки стал один из самых опасных людей в Мексике — Эль Менчо, глава наркокартеля «Новое поколение». Человек, на счету которого сотни убийств. На видео Хуан выкрикивал в камеру: «Эй, лорд, говнюк, развей сомнения, сосни моего петушка!» Смех, лайки, комментарии. Зрители радовались дерзости блогера. Но у наркобаронов нет чувства юмора. Спустя несколько дней Хуан отправился в ночной бар в штате Халиско. Он отдыхал с друзьями, алкоголь лился рекой, музыка играла громко. Никто не подозревал, что это его последняя ночь. В заведение вошли вооруженные люди. Никто не успел ничего понять. Раздались выстрелы, 15 пуль. Его тело нашли на полу. Узнать подростка смогли только по татуировкам. Кто стрелял? Официальной версии нет. Личности убийц не установлены. Но ни у кого не было сомнений, Хуан поплатился за свою дерзость. Полиция сказала просто: Эль Менчо — последний человек в Мексике, которого кто-то захочет оскорбить. Памела Монтенегро. Сейчас будет еще одно подтверждение того, что шутки могут быть опасны. Особенно, если ты высмеиваешь не тех людей. Памела Монтенегро, более известная как Нана Пелукас, была популярной блогершей. Яркий парик, большие очки, колкие шутки. Она критиковала политиков, высмеивала власть, говорила то, о чем другие молчали. Ее YouTube-канал El Silon TV быстро набирал популярность. Она брала интервью у чиновников, обсуждала политику и даже шутила о наркокартелях. Многие ее любили, но были и те, кому она мешала. Вечером 5 февраля 2018 года Памела находилась в своем ресторане в Акапулько. Она даже не подозревала, что эти стены не спасут ее. В помещение зашли двое мужчин. Без лишних слов они достали оружие и открыли огонь. Памела погибла на месте. Киллеры скрылись. Полиция не нашла улик. Официальная версия — неизвестные мотивы. Но местные журналисты знали правду. Памелу могли убрать за слова, за дерзость. Или за то, что говорила слишком много. К сожалению, в Мексике есть темы, которые лучше не обсуждать. Памела Монтенегро осмелилась и жестоко поплатилась за это. Хавьер Вальдес. В 2019-м власти США посадили в тюрьму на пожизненный срок одного из самых влиятельных наркобаронов Мексики — Эль Чапо. Прозвище преступника переводится как «коротышка». Его обвиняли в контрабанде наркотиков, огнестрельного оружия и отмывании денег. О картеле Синалоа, которым руководил коротышка, много лет писал журналист Хавьер Вальдес, основатель самой известной независимой газеты «Рио Доче», освещавшей проблему наркотрафика. Но правда в Мексике стоит дорого. Иногда в качестве платы могут забрать и жизнь. Хавьер Вальдес знал это. Он был не просто журналистом, а человеком, который знал картели изнутри. Его газета «Рио Доче» рассказывала не только о войнах банд. Он писал о людях, которые жили в этом кошмаре, о матерях, оплакивающих сыновей, о детях, мечтающих стать киллерами, о музыкантах, играющих баллады для наркобаронов. Но после ареста Эль Чапо ситуация накалилась. Власть в картеле Синалоа раскололась. С одной стороны сыновья коротышки Чапитос, с другой его бывший соратник Дамасо Лопес. Перестрелки шли прямо на улицах, люди исчезали, а находились только трупы. Именно тогда Вальдесу позвонили. Незнакомец сказал, что у него есть информация. Встреча состоялась в машине неподалеку от редакции. Мужчина передал телефон. На том конце провода был Дамасо Лопес. Он хотел, чтобы его услышали. Он уверял, что не предавал Эль Чапо. Но его сыновья, говорил он, опьянены властью и теряют контроль. Вальдес понимал, что любое слово в этой игре может стоить ему жизни. Но он все же опубликовал интервью. Через пару дней ему снова позвонили. Теперь люди сыновей Эль Чапо.
Они потребовали уничтожить статью, но газеты уже были напечатаны. На следующее утро подручные картеля скупали выпуски, пытаясь оградить людей от правды, но было поздно. Материал уже вышел в сеть. Вальдесу угрожали. Он знал, что его дни сочтены. Коллеги уговаривали его уехать, попросить защиты. Он даже обсуждал этот вариант с правозащитниками, но в итоге решил остаться. Расплата не заставила себя долго ждать. 15 мая 2017 года. Полдень. Вальдес вышел из редакции, чтобы купить курицу к обеду. Вдруг прозвучали 12 выстрелов. Тело журналиста нашли у редакции в шляпе и ковбойских сапогах. Вальдес попал в крайне сложную ситуацию. Даже не знаю, был ли из нее способ выйти живым. К сожалению, у журналиста была только одна попытка это узнать. Мария дель Росарио Фуэнтес. Она предупреждала людей. Она просто хотела, чтобы ее город был безопаснее. Доктор Мария дель Росарио Фуэнтес Рубио жила в Рейносе, Мексика. Днем врач, ночью гражданская журналистка. Она вела твиттер-аккаунт под ником Фелина. В ее городе, где заправляли наркокартели, официальные СМИ молчали. А она говорила, предупреждала о перестрелках, похищениях, передвижениях банд. Люди читали ее твиты и знали, где не стоит появляться. Но однажды ее предупреждения закончились. В октябре 2014 года она исчезла. Друзья и коллеги забили тревогу. А потом на ее твиттер-аккаунте появилось странное сообщение. «Друзья и семья. Меня зовут Мария дель Росарио Фуэнтес Рубио. Я врач. Сегодня моя жизнь подошла к концу». Сразу за ним второй пост. «Мне больше нечего им сказать. Не повторяйте мою ошибку». И последнее. «Она нашла смерть ни за что. Мы ближе, чем ты думаешь». К этим словам прикреплено фото. Женщина с окровавленным лицом. Лицом Марии. Активистка была похищена. Картель взломал ее аккаунт, чтобы использовать его как предупреждение для других. Они показали всему городу. Правду говорить опасно. Ранее Мария работала в группе «Валор por Tamaulipas» «Мужество за Тамаулипас». Это был самый популярный портал для гражданских новостей. Они рассказывали то, о чем молчали официальные СМИ. Но наркокартелям это не понравилось. Через несколько дней аккаунт Марии удалили. Страница «Мужество за Тамаулипас» тоже исчезла. Официально полиция заявила, что расследует похищение. Но виновные так и не были найдены. Очень печальные новости, если честно. Неужели в Мексике нет даже надежды на справедливость? Сесилио Пинедо Бирто. Герой этой истории тоже был журналистом. Работал в штате Герреро, одном из самых опасных мест в Мексике. Там правят наркокартели, а преступления часто остаются безнаказанными. Сесилио писал о бандах, коррупции и убийствах. Он основал издание «La Voz de Tierra Caliente» «Голос Тьерра Кальенте». Публиковал расследования в Facebook, сотрудничал с другими СМИ. Он знал, что рискует, но продолжал. Каждую неделю ему угрожали, особенно в соцсетях. Ему писали, что он говорит лишнее. Напоминали, что в Мексике журналистов убивают. В 2015 году в него уже стреляли. Нападение было у него дома, но он выжил. К сожалению, картели не останавливаются на одной попытке. 2 марта 2017 года Сесилио заехал на автомойку в городе Сьюдад-Альтамирано. Пока его машину мыли, он отдыхал в гамаке. Убийцы появились внезапно. Оружие, короткая очередь и все. Свидетели говорили, что стреляли минимум 10 раз. В шею, в грудь. Это было похоже на казнь. Когда полиция приехала, преступников уже не было. Расследование началось, но быстро заглохло. Официально так и не выяснили, кто стоял за убийством. Но всем и без того все было ясно. Рубен Эспиноса. Он бежал от угроз. Но они нашли его. Рубен Эспиноса был фотожурналистом. Работал в мексиканском штате Веракрус, одном из самых опасных мест для репортеров. За 8 лет он видел многое. Снимал коррупцию, преступность, насилие. Но в 2015 году ситуация изменилась. Угрозы стали персональными. За ним следили. Он знал, ему хотят закрыть рот. Рубен не стал ждать. Он уехал в Мехико. Думал, что в столице безопасно. Он ошибался. 31 июля его нашли в квартире в районе Нарварте. Рядом еще 4 тела. 4 женщины. Их связали, пытали, а потом застрелили. Следствие установило, что 3 из них подверглись сексуальному насилию перед смертью. Одна из жертв — Надя Вера Перес. Активистка, боровшаяся против власти Вера Круса. 2 другие женщины жили с ней. А 4-я работала уборщицей. Камеры зафиксировали 3 мужчин, выходящих из квартиры. Всего через 50 минут после последнего сообщения Рубена. Один тянул чемодан, другой садился в красный Ford Mustang, машину одной из жертв.
Позже авто нашли брошенным на окраине города. Прокуратура рассматривала версию ограбления. Но редактор журнала «Прочесо», где работал Рубен, сказал: «Так не убивают ради денег. Это было показательное убийство». Он был уверен, журналиста ликвидировали за его работу. Рубен бежал, чтобы спастись, но убийцы нашли его даже в столице, и этот случай стал очередным доказательством. В Мексике нет безопасного места для журналистов. Хайме Гарсон. Сейчас мы переместимся из Мексики в Колумбию. Там тоже очень сурово наказывают за шутки. Итак, Колумбия. Конец 90-х. Страна погрязла в хаосе. Криминальные группировки, повстанцы, коррумпированные политики — каждый борется за власть. Но среди них явно выделялся один человек. Его оружием был не автомат и даже не нож. Он бил сильнее, своими шутками. Хайме Гарсон. Комик, журналист, сатирик. Человек, который осмелился смеяться над теми, кого боялись миллионы. Свою карьеру он начал на телевидении, создавая остросоциальные пародии. Политики, наркобароны, военные — никто не уходил от его язвительных шуток. Люди его обожали. Но у представителей власти он вызывал только ненависть. Гарсон не просто смеялся, он пытался изменить этот мир. Выступал посредником между правительством и повстанцами, помогал освобождать заложников. Но чем больше он говорил, тем больше врагов наживал. 13 августа 1999 года. Богота. Хайме Гарсон садится в машину и направляется на работу. Он даже не подозревает, что это его последний путь. Киллер ждал у офиса радиостанции. Как только Гарсон подъезжает, раздаются выстрелы. 5 пуль в упор. Страна в шоке. Все знают, кто стоит за этим убийством. Официальная версия: за ним охотился лидер ультраправых боевиков Карлос Кастаньо. Но позже появятся новые факты. В заговоре участвовали высокопоставленные чиновники и даже сотрудники спецслужб. Они хотели заставить Гарсона замолчать, но они ошиблись. Это не сработало. Люди до сих пор помнят о Хайме и о его борьбе. Двое из Нуэво-Ларедо. Ну и закончим одной из самых жутких историй, произошедших в Мексике. В 2011 году в городе Нуэво-Ларедо 2 молодых блогера заплатили самую высокую цену за свои слова о картелях. Они активно критиковали картели в социальных сетях. Но, как оказалось, бандиты внимательно следят за каждым словом. Тела мужчины и женщины, которым было чуть за 20, нашли 13 сентября глубокой ночью. Они висели на пешеходном мосту прямо над оживленной трассой. Машины проезжали под ними, а их окровавленные тела раскачивались в воздухе. Это было не просто убийство, это была жестокая демонстрация силы. Перед смертью их долго пытали. Женщину подвесили за ноги. Ее живот был вспорот так глубоко, что внутренности наполовину вывалились наружу. Мужчину связали за руки, а его плечо рассекли до самой кости. Кровь стекала вниз, капая на асфальт. Рядом с их телами висел плакат с пугающим посланием. Так будет с каждым, кто шутит в интернете. Вам лучше обратить внимание. Мы скоро до вас доберемся. Под этим сообщением стояла подпись. Буква Z. Этот знак оставляют члены картеля Los Zetas, одной из самых жестоких преступных организаций Мексики. Эта группировка сформировалась из бывших военных, дезертиров элитных спецподразделений. Когда-то они служили стране, а теперь превратились в профессиональных убийц. На плакате были упомянуты 2 интернет-ресурса. Frontera al Rojo Vivo — популярный местный форум, где пользователи могли оставлять анонимные сообщения, и блог Del Narco — новостной блог, публикующий материалы о преступлениях наркомафии. Эти площадки стали последним прибежищем для тех, кто хотел общаться свободно. Но теперь стало ясно. Даже интернет больше не дает гарантии безопасности. Картели научились отслеживать и наказывать своих критиков. Если раньше они действовали в тени, то теперь открыто дают понять: за каждое слово против них придется ответить. Заключение. Если бы можно было выбрать суперспособность в этом мире, то для жителей Мексики лучшим вариантом стало бы умение держать язык за зубами. Здесь слово может стоить дороже, чем золото, и определенно дороже, чем жизнь. Хуан Росалес, Памела Монтенегро, Хавьер Вальдес, Мария Фуэнтес, Сесилио Пинеда, Рубен Эспиноса — это не просто имена. Это напоминание о том, что в стране, где правят картели, даже лайк может стать поводом для смертного приговора. Каждый из сегодняшних персонажей сделал свой выбор. Кто-то ради смеха, кто-то ради правды, а кто-то просто потому, что не смог молчать. Но у этого выбора была цена, и плата всегда одна — жизнь. Это истории не про героев, это истории про реальность, где свобода слова имеет огнестрельный калибр, где за журналистику награждают не премиями, а пулями, где у тебя всегда есть выбор — говорить или жить, но редко удается делать и то, и другое. Так что если вдруг вам захочется пошутить о наркобароне, написать расследование о картеле или просто сказать лишнее слово в неправильном месте, вспомните этих людей. И
И подумайте дважды, потому что в Мексике эхо опасных слов всегда возвращается, но редко приносит добрые вести. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, и подписывайтесь, чтобы не пропускать их в будущем. Берегите себя и своих близких. Пока.